Здравствуйте, с вами Елена, и сегодня мы поговорим о тоне в рисунке. Что же такое тон? Тон – это прежде всего одна из самых важных составляющих в рисунке, будь то графика или же живопись. Именно тон дает нам ощущение некой реалистичности и живости самого изображения. Чтобы разобраться в этом более точнее, рассмотрим данное изображение, на котором у нас есть определенный объект, то есть шар. Здесь мы видим определенный источник света и объект, на который падают лучи данного источника. То есть мы знаем, что источники бывают совершенно разные. То есть это в данном случае лампа. Освещение может быть также естественным, это то есть солнечные лучи. И, конечно же, при определенных условиях, это времени суток, зависит опять же таки и степень изменения освещенности данных объектов. Сами объекты, конечно же, имеют всегда определенную структуру построения, то есть мы рисуем либо от силуэта, которым заливаем локальным цветом. А локальный цвет – это как раз и есть тот основной цвет, который служит нам помощником в написании определенных объектов или же предметов. То есть локальный цвет живописи используется художником как условный цвет, соответствующий исходной окраске изображаемого предмета. Он, в свою очередь, является доминирующим оттенком цвета без учета света, теней, неких рефлексов от окружающих предметов, то есть вне зависимости от расположения предмета в самом пространстве. Поэтому здесь, опять же таки, нам важно определиться с тем, какой основной локальный цвет объекта. Далее уже вступают в силу определенные условия, то есть у нас появляется блик. Это самая яркая часть объекта, на который падает освещение. У нас появляется световая часть, у нас появляется теневая, у нас появляется рефлекс света и, конечно же, отбрасываемая тень. И все вот эти условные разделения тональные между собой, они, опять же таки, для того, чтобы сделать изображение более реальным, сглаживаются. То есть у нас появляются дополнительные полутона и так далее. И чтобы это все более наглядно понять, давайте рассмотрим с вами, что же такое тон. То есть тон – это, условно говоря, степень изменяемости цвета. То есть мы видим, что у нас есть черный, есть белый, и все элементы, которые будут находиться между ними, они являются тоновыми соотношениями в пользу либо черного, либо белого цвета. Соответственно, мы понимаем, что при рисовании нам не нужно использовать очень большое количество тоновых соотношений для того, чтобы передать всю полноту объектов. Мы условно можем выделить определенное количество тонов, которые будем использовать в рисунке наших предметов. Может быть совсем небольшое количество или же где-то не более 10-5, так сказать. Далее, конечно же, вступает в силу то, что помимо ахроматического сочетания, то есть черно-белого, нам, конечно же, нужно вводить и цвет. И здесь уже дополнительно мы начинаем знакомиться с такими элементами, как насыщенность и, конечно же, яркость объекта. Теперь давайте рассмотрим построение геометрических фигур. В программе SketchUp я делаю наиболее распространенные виды геометрических фигур, чтобы показать степень изменения тона на их поверхности. То есть изначально мы, когда строим фигуры, мы понимаем, что какие-то из них имеют гладкую поверхность, то есть как цилиндр и шар, а остальные, конечно же, имеют угловатую поверхность. И в зависимости от этого, вы видите, сейчас я добавила тени, и мы видим, как видоизменяется, опять же, вот это соотношение тонов. То есть, где у нас есть излом формы на тех объектах, как куб, мы видим более такие условные сразу переходы. То есть у нас идет светлая граница, и сразу в переход в другую плоскость у нас появляется темная граница. Там же, где мы видим цилиндр и шар, у нас вот эти полутона, они более сглажены. И это сопоставляется тем, что в зависимости от того, насколько искажен объект или какую форму он имеет, от этого будет зависеть, опять же, его тоновое соотношение. Плюс мы видим, как видоизменяется тень при различной степени освещенности объектов.
На данном примере давайте я вам покажу, как можно быстро построить шар, используя окружности с разной заливкой, что в конце будет составлять некие тоновые соотношения, переходы для нашего шара. Теперь я их растушую, чтобы показать, что все вот эта вот безграничность тоновых соотношений, она может сглаживаться, и не нужно делать множество каких-то лишних элементов по соотношению тонов, чтобы сделать объект более реалистичным. То есть можно использовать, условно говоря, несколько тонов для того, чтобы показать, какая часть у него является более освещенной, то есть бликовой, какая у нас является полутоном, тенью и так далее. Конечно же, не забываем о рефлексе, то есть отражении поверхности на объекте. Если нам не хватает вот этих вот тоновых переходов, мы можем их усилить. И поработать немножко с тенью. То есть, опять же, тень будет зависеть от источника света, как и освещенности объекта. Если у нас свет от лампы, и он достаточно яркий и близкий, то тень у нас будет, как была до этого, с видными краями. Если же у нас источник освещения находится немножко подальше, то мы как раз можем заметить, что тень наша будет немножко, собственно, тень будет немножко растушевываться. Далее здесь для того, чтобы нарисовать композицию из геометрических фигур, я выбираю определенные тона и стараюсь как бы условно выстроить вот такую вот композицию и этими тонами заполнить пространство. То есть я делаю сначала силуэт, общий силуэт фигур. Одним локальным тоном, который является основным для всех данных фигур. И в дальнейшем я уже начинаю смотреть, то есть где у нас больше теневая часть, где у нас свет располагается, и в зависимости от этого наношу тональные соотношения. Сейчас вот моя основная задача большими массами закрасить те пространства, именно закрасить, чтобы посмотреть, правильно ли я подобрала именно тоновое соотношение на всех геометрических фигурах. Если я где-то ошиблась, то есть в использовании тона, то я могу его просто прокрасить заново сверху. И опять же нельзя забывать, что какие-то из них будут более матовыми, а какие-то более темными по своей структуре, по своему свойству. Хотя все
Они гипсовые формы, но тем не менее какие-то могут быть более серыми, какие-то более белыми. При нанесении различных тоновых соотношений я стараюсь учитывать форму объектов. То есть либо это какая-то закругленная форма, либо же это ровная гладкая поверхность. Я стараюсь эту форму повторить. Далее я ввожу немножко себе дополнительные полутона, для того, чтобы композиция стала более реалистичной. И начинаю также добавлять их. После того, как меня все устраивает, я начинаю растушевку краев объектов, чтобы вот эти полутона смешались между собой, и у меня появились именно те фигуры, которые мне нужны. И у меня появились именно те переходы между тонами, которые мне нужны. После этого я перехожу к собственным теням объектов. В зависимости от того, насколько у нас одни объекты находятся на переднем плане, то есть ближе к нам, они будут отражаться на других объектах. И здесь как раз я пытаюсь показать, что вот эти вот формы при учете, опять же, такой самой закругленности цилиндра у нас тени будут видоизменяться, то есть они будут падать от объектов, учитывая степень искажения тех объектов, на которые они падают. Далее я ввожу собственные тени объектов, учитывая опять же построение и структуру тех объектов, на которые падают тени, помимо плоскостей, то есть это некие плоскости с ровной поверхностью или же наоборот как цилиндр закругленная поверхность. И добавляю помимо
рефлексов, еще дополнительные элементы, которые помогают плоскости быть такой неоднородной и показать, что какие-то именно соотношения к нам ближе находятся. Добавляю немножко общий фон для того, чтобы выделить нашу композицию из геометрических фигур. И растушевочной кистью обычной прохожусь по контурам объектов, уточняя края и убирая некие такие заусеницы, которые у меня могли образоваться. Далее я уже могу рассмотреть именно уточнение деталей конструктивные. Все ли меня устраивает в построении данных фигур. То есть занимаюсь такой, можно сказать, мелкой детализацией для того, чтобы они смотрелись еще более реалистично и правдоподобно. Могу немножко добавить светлого оттенка на плоскость поверхности, на которой они находятся. Или же, может быть, даже слегка видоизменить фигуры. Их наклон. Спасибо, что досмотрели до этого момента. И сейчас перед вами такой небольшой бонус. Если до этого мы с вами делали построение композиции из геометрических фигур с помощью силуэта
то сейчас, как вы видите, изначально я опять же таки делаю некие наброски линиями, большим количеством линий, и их вывожу на передний план. Вот создала себе небольшое тональное соотношение, то есть те тона, которые я буду использовать, и вот эти вот нашу конструкцию вывожу на передний план, и на слое, который располагается ниже данного объекта, начинаю заполнять тоновыми соотношениями форму. Если до этого мы рисовали с вами сразу локальным цветом полностью все объекты, то здесь я начинаю сразу же от темных элементов к более светлым. После того, как я распределила тоновые соотношения, я опять же хочу отметить, что здесь на данном рисунке хочется сделать цилиндр и шар более глянцевыми по соотношению к пирамиде и кубу. Поэтому мы видим такое вот характерное видоизменение, что на тех объектах блики более яркие, на данных же двух объектах, на кубе и пирамиде, они более матовые. После того, как я убрала верхний слой, я начинаю уточнять формы данных объектов. То есть, как вы видите, способов рисования существует очень много, и вы можете по-различному вырисовывать ваши формы, ваши идеи, ваши задумки. После уточнения всех форм я немножко начинаю добавлять еще полутона. То есть это наш вот самый темный оттенок, который я изначально выбрала для теней. И далее уже перехожу к добавлению и растушевке вот этих вот объектов. Хочу также отметить, что при рисовании какой-либо плоскости вы не должны ее, так сказать, закрашивать, заливать одним цветом. Потому что у нас есть непосредственно, конечно же, еще, вы знаете, перспективное сокращение объектов. И плюс в перспективе у нас в воздухе всегда есть некие частицы, за счет которых мы видим, что дальние объекты от нас находятся на более дальнем расстоянии, и они как бы несколько смазываются. Поэтому и плоскость, хоть и эти объекты к нам расположены, возможно, близко, но тем не менее начало того же самого той же самой плоскости и ее конец, они по тону слегка немножко разные. Поэтому если вы будете добавлять немножко различные оттенки по тоновому соотношению, то у вас будет получаться уже более живописная работа.
И также давайте еще рассмотрим, введем цвет в нашу вот эту работу. Шар условно сделаем такого прозрачно-красного оттенка. Постараемся зарисовать данные объекты различными цветовыми соотношениями. То есть мы видим, что не меняя цвет, за счет того, что у нас внизу подкладка тоновая уже имеет свои какие-то усиление тона, свои утемнения тона, либо же его высветление, то когда мы наносим сверху какой-либо цвет, мы видим, что он у нас как бы один и тот же, но тем не менее за счет вот этого тонового соотношения у нас он видоизменяется, уже появляется некий объем. И то же самое за счет того, что у нас вот эти более глянцевые объекты, мы не забываем о рефлексах. Всем спасибо за внимание.